В Турции – хаос. Камеры, вспышки, крики. На рассвете – десятки полицейских машин под окнами звезд. Те, кто вчера блистал на экране, сегодня открывают дверь следователям. Никто не ожидал, что это коснется именно их, самых любимых лиц Турдизи. Но в списке оказались имена, которые знает вся страна. Почему их задержали? Кто сдал своих коллег? И какие шокирующие признания прозвучали за закрытыми дверями? А дальше еще громче. Один актер решился на поступок, который навсегда изменил его карьеру. Другой оказался в центре международного скандала. Кто-то потерял все, а кто-то внезапно стал героем, о котором теперь говорит весь мир. Эта неделя показала настоящую цену славы. От обысков до любви на съемках, от падений до триумфов, все, о чем не расскажут официальные источники, вы узнаете здесь. Оставайтесь до конца, там то, что заставит вас по-другому смотреть на мир турецких сериалов. Ночь над Босфором стояла плотная и тревожная. В 4 утра город проснулся от света прожекторов, не киносъемочных, а полицейских. На улицах Этилера, Бибека и Нишанташа застыли черные фургоны, из них быстро выходили сотрудники в бронежилетах. Камеры телеканалов ловили кадры, которые тут же превращались в сенсации. В домах звезд Турдизи звучали короткие, напряженные фразы «Откройте, полиция!». Первые кадры появились в сети через 20 минут. В ленте знакомые лица, растерянные, без грима, без привычных улыбок. Те, кого привыкли видеть в романтических ролях, теперь выглядели как персонажи драмы. Кубилай Ака, Демет Евгар, Азги Аспиринчи, Каан Йылдырым, Бирджи Акалай – имена, звучавшие как гордость турецкого телевидения, теперь стали главными заголовками дня. По данным СМИ, речь шла не о единичном инциденте, а о масштабной операции. Десятки артистов вызваны на допросы, каждому пришлось сдать анализы, дать объяснения, пройти проверки. Никто не понимал, кто попадет в список следующим. Продюсеры отменяли съемки, менеджеры молчали, телефоны не умолкали. Казалось, весь шоу-бизнес застыл в ожидании решения, которое определит, кто останется на вершине, а кто вне игры. У дверей управления толпились журналисты, уставшие, но не уходящие. В воздухе смешались запах кофе и тревоги. Репортеры передавали каждую деталь: кто вошел, кто вышел, кто не ответил на вопросы. Но за этим хаосом стояла тишина, никто из актеров не сделал публичного заявления. Даже самые яркие медийные личности предпочли молчание, будто понимали, каждое слово может стать против них. Поклонники не спали. Социальные сети превратились в арены споров. Одни требовали очистить индустрию, другие – вернуть доверие. Кто-то писал «Не верю». Эти люди – наша гордость. Они не могли. Под постами актеров тысячи комментариев. Одни со слезами, другие с обвинениями. Но все объединяло одно чувство – шок. Эта ночь стала точкой перелома. Турдизи, привыкший к блеску наград и рейтингов, впервые столкнулся с таким ударом по репутации. Газеты на утро вышли с заголовками: «Сцена под следствием», «Любимые герои в центре расследования», «Кинопанорама тревоги». Но за всей этой суматохой чувствовалось нечто большее, чем просто громкий скандал. Это была трещина в привычном образе безупречной индустрии, и каждый понимал, что после этой недели турецкий шоу-бизнес уже не будет прежним. В новостях показывали кадры задержаний, лица, закрытые капюшонами, и короткие фразы адвокатов: «Наши клиенты сотрудничают со следствием». Но зрители видели не юридическую процедуру, они видели падение кумиров. И все же в каждом шторме есть пауза перед новой волной. После этого утра Турдизи начнет искать выход, новые смыслы, новые символы. Время тьмы неизбежно породит контраст человека, который напомнит, что турецкий экран все еще способен вызывать гордость, а не только шум. Когда индустрия погрузилась в тревожное молчание, одно имя прозвучало особенно громко – Чагатай Улусай. В то утро, когда заголовки пестрели словами «допрос» и «расследование»,
Он шел по стамбульскому аэропорту с легким шагом и улыбкой. Его путь лежал не в суд, а в Канны. Он стал лицом Турции на международном фестивале Cannes Рис, событии, где собираются лучшие сериальные актеры мира. На фоне скандалов эта новость прозвучала как напоминание: Турдизи – это не только сплетни, но и сила, способная вдохновлять. На дорожке в Каннах камеры ловили каждый его шаг. Спокойствие, уверенность, простая фраза: «Мы должны нести свою культуру гордо». В этот момент Чагатай будто стал противоположностью всему тому хаосу, что происходил дома. Его появление стало символом профессионализма, тихого, но мощного. Фанаты писали, что он вернул веру в турецкий экран. Актер не комментировал скандалы, не вступал в споры, просто работал, словно говоря без слов. Настоящая репутация строится не на постах, а на поступках. И когда он вернулся в Турцию, пресса писала не о кризисе, а о гордости. Турецкий артист, представивший страну в Каннах, снова стал тем, кого страна хотела видеть на экране, человеком, несущим свет, когда вокруг слишком много тени. Несколько дней спустя пресса вновь заговорила о Чагатае Улусае, но теперь не из-за фестиваля. Стало известно, что актер продал свою знаменитую яхту. Судно, на котором он проводил долгие летние вечера, внезапно сменило владельца. Поклонники недоумевали, зачем отказываться от вещи, ставшей его символом свободы. Но близкие к актеру источники утверждали, что это решение осознанное. Чагатай будто закрывал один этап жизни, освобождая место для другого. Говорили, что вырученные средства он вложит в новую яхту, больше, современнее, с возможностью дальних путешествий. Новость разошлась мгновенно. Одни шутили, что Чагатай продает старое море ради нового, другие видели в этом знак перемен: актер, достигший всего, снова ищет движение. И действительно, в каждом его поступке чувствуется стремление к росту. Он не держится за прошлое, даже если оно дорого. Эта продажа не выглядела потерей. Скорее, она стала метафорой. Иногда, чтобы плыть дальше, нужно отпустить даже самую любимую лодку. Пока одни актеры Турции избавлялись от старого, другой готовился выйти на совершенно новый уровень. Джан Яман, имя, которое уже давно звучит за пределами страны, наконец заговорил о своем самом масштабном проекте. Сериал «Сандакан» должен был стать его билетом в международное пространство, и сам актер не скрывал амбиций. В интервью он произнес короткую, но уверенную фразу: «Этот проект открывает двери в Америку и Европу». Этой фразой он словно бросил вызов не только коллегам, но и судьбе. Турецкая пресса мгновенно подхватила слова Джана, обсуждая, станет ли он первой звездой Турдизи, которая закрепится в Голливуде. Подготовка к съемкам шла полным ходом. Тренировки, примерки, фото в образе пиратского героя – все выглядело как новый виток карьеры. За каждым кадром чувствовалась решимость. Яман больше не просто герой ромкома, он строит собственный бренд. Фанаты делились видео с его тренировок, обсуждали, как он изменился, стал более сдержанным, сосредоточенным. Казалось, в нем появилось то, что отличает актера от кумира – внутренняя тишина перед большим стартом. И если раньше его имя связывали с глянцем и популярностью, теперь оно стало ассоциироваться с профессиональной дерзостью. Джан готовился доказать, что турецкий артист может быть мировым героем, а не только местным любимцем. На другом конце турецкой телеиндустрии в эти дни зарождалась история, совсем иная по настроению, легкая, почти сказочная. На съемках сериала «Раскаленные земли» между двумя молодыми актерами Егмур Юксель и Актаем Экинджи вспыхнула искра, которую уже нельзя было скрыть за кулисами. Их экранная пара выглядела слишком естественно, чтобы зрители не заметили разницы между игрой и настоящим чувством. Шутки на площадке, случайные взгляды, задержанные реплики – все это быстро переросло в нечто большее. Когда первые слухи просочились в прессу, актеры молчали, но команда сериала подтвердила: да, между ними действительно родилось настоящее чувство. Фанаты восприняли эту новость с восторгом. В социальных сетях писали: редкий случай, когда сценарий оживает, а они будто созданы друг для друга.
Для индустрии, пережившей стресс и скандалы, эта история стала глотком свежего воздуха, напоминанием, что мир сериалов способен рождать не только интриги, но и подлинные эмоции. На фотографиях со съемок они улыбаются по-настоящему, как будто перестали быть героями сценария и стали героями своей собственной истории. И пока продюсеры готовят новые эпизоды, зрители ждут не только продолжения сериала, но и развития этого нежного романа, который родился между кадрами. Когда публика еще обсуждала роман молодых актеров со съемочной площадки, в прессе вспыхнула другая история, не менее романтичная, но уже с лицами, знакомыми всей стране. Мурат Джейлан, ведущий популярных реалити-шоу и бывший участник Survivor, был замечен на прогулке с актрисой-судьей Зюляль Гюлер. Папарацци засняли пару в стамбульском районе Этилер, они держались за руки, смеялись, не пытаясь спрятаться под капюшонами. Фото мгновенно попали в ленты всех изданий, а фанаты начали строить догадки, дружба или начало отношений. Ответ появился через сутки. Мурат выложил в соцсети совместное фото с короткой подписью, всего одно эмодзи в виде сердца. Никаких интервью, никаких оправданий, только жест, понятный без слов. Интернет взорвался поздравлениями, а их имена оказались в трендах. Эта история стала редким примером того, как знаменитости могут показать личное счастье просто и искренне, без постановочных кадров и громких фраз. На фоне новостей о скандалах и напряжении индустрии кадр с двумя улыбающимися людьми выглядел как напоминание: за всеми сериалами, контрактами и съемками стоят живые чувства. И пока одни наслаждаются любовью, другие вынуждены разбираться с прошлым, которое не дает покоя. Когда одни радовались началу новой любви, другие переживали болезненные признания о ее конце. Бывшая супруга Озджана Дениза, одного из самых известных актеров и певцов Турции, впервые решилась рассказать о том, что происходило за закрытыми дверями их брака. В интервью, которое мгновенно стало вирусным, она произнесла фразу, от которой публика затаила дыхание: «Наш союз был построен на любви, но с самого начала в него вмешивались посторонние». Ее слова звучали спокойно, без упреков, но в них чувствовалась усталость человека, прожившего бурю и теперь готового поставить точку. Пресса подхватила эту тему мгновенно. Каждый телеканал, каждый журнал пытался понять, кого она имела в виду. Слухи множились, имена предполагали, версии строили одна громче другой. Сам Озджан Дениз предпочел молчание, лишь один раз появившись на публике, серьезный, сдержанный, без комментариев. Фанаты разделились. Одни сочувствовали женщине, другие защищали артиста, вспоминая, как он годами создавал романтический образ на экране. Но независимо от стороны, которую занимали зрители, все понимали, это интервью стало переломным моментом. Эта история показала, как тонка грань между личным и публичным, когда чувства становятся частью общего обсуждения. Турецкий экран привык к драме, но теперь сама жизнь написала сценарий, который оказался куда глубже любого сериала. В те дни, когда личные истории звезд обнажали уязвимость индустрии, кинематограф подарил зрителям повод снова вспомнить, ради чего они вообще любят Турдизи. На афишах появился постер нового фильма «Господин ужас». В главных ролях Туба Бюйкустюн и Барыш Ардуч, два имени, которые уже сами по себе гарантируют внимание. Постер мрачный, завораживающий, тени, напряженные взгляды, ощущение тайны. Для Тубы и Барыша это был неожиданный шаг, оба известны романтическими и драматическими ролями, но теперь они выбрали жанр, где страх и напряжение становятся искусством. Подробностей о сюжете почти не раскрывали. Продюсеры лишь говорили, что история о наемном убийце и женщине, пытающейся разгадать его прошлое, не оставит зрителя равнодушным. Этого оказалось достаточно, чтобы публика заговорила. В соцсетях писали: «Такой дуэт уже событие, редко видимых в столь мрачных ролях, ждем премьеру». Премьера была назначена на 21 октября на Prime Video, и вокруг картины сразу возник эффект ожидания. Турдизи снова доказывал, что умеет быть разным, не только про любовь и страсть, но и про глубину, психологию, игру на грани света и тени. И в этой новой истории зрители видели не просто проект, а знак. Несмотря на скандалы и слухи, турецкие актеры продолжают расти, экспериментировать и удивлять. Пока одни актеры Турции готовились к премьерам,
другой уже стоял на сцене под аплодисменты Европы. Керем Бюрсин, звезда, чье имя давно стало синонимом современного Турдизи, получил международную награду Starlity Influence 2025 на благотворительном галавечере в Марбелье. Зал сиял огнями, публика аплодировала стоя. Керем вышел без излишней торжественности, в простом, но элегантном костюме, и, принимая статуэтку, сказал всего несколько слов: «Быть услышанным – честь, но быть примером – ответственность». Эти слова прозвучали как манифест поколения новых турецких актеров, для которых успех – не только рейтинги, но и влияние. Пресса отмечала, что награда фонда Starlity вручается не за популярность, а за вклад в общество и культуру. И то, что в этом году ее получил именно турецкий артист, стало знаком: Турдизи перестал быть только локальным феноменом. Он шагнул в международное пространство, и Бюрсин стал одним из его представителей. В соцсетях фанаты писали о гордости и вдохновении: «Наш актер среди мировых имен. Теперь турецкое кино звучит громче, чем когда-либо». Для индустрии, пережившей тяжелые недели, этот момент стал символом восстановления. За бурями всегда приходит свет. И все же даже этот успех не был финальной точкой. Впереди ждала история, в которой речь шла не о наградах, а о новом уровне признания и влияния. Когда шум наград и вспышки софитов немного стихли, внимание прессы переключилось на женщину, чье имя давно стало символом утонченности и силы. Неслихан Атагюль вновь оказалась в центре внимания, но на этот раз не из-за сериала, а из-за мира моды. Она подписала контракт, который уже называют самым крупным в истории турецкого шоу-бизнеса. Международный бренд выбрал именно ее лицом новой компании, и в тот момент граница между актрисой и иконой стиля окончательно стерлась. В одном из интервью Неслихан сказала тихо, но уверенно: «Мода – это не украшение, это язык, через который я могу говорить без слов». Контракт держался в секрете до последнего, но когда стало известно, что он рассчитан на несколько лет и включает участие в глобальных рекламных проектах, реакция публики была мгновенной. Тысячи сообщений, поздравлений, восторженных комментариев. Страна праздновала успех, который воспринимался как общий. Ее муж, актер Кадир Дагулу, сказал всего одну фразу: «Она заслужила этот мир своим трудом и достоинством». Эта поддержка лишь усилила образ Неслихан как женщины, которая уверенно идет своим путем, не теряя мягкости и искренности. Эта история стала идеальным завершением бурной недели. После скандалов, признаний, любви и успехов именно она поставила финальную ноту – спокойную, сильную, вдохновляющую. Турдизи снова доказал, что способен не только шокировать, но и восхищать, что за всеми драмами и громкими событиями стоит главное – талант и человечность. И когда эта неделя закончилась, зрители поняли – турецкий экран живет не только в сериалах, он живет в каждом из тех, кто продолжает верить в красоту своей профессии. Спасибо, что были с нами и досмотрели до конца. Если вам понравилось, не забудьте поддержать нас лайком, подписывайтесь на канал «Любовь и мечты», чтобы не пропустить новые истории из мира Турдизи. Ваши комментарии для нас бесценны. Пишите, чья история за эту неделю удивила вас больше всего. До встречи в следующем выпуске, где страсть, драма и мечты вновь переплетутся на турецком экране.